Первый раз за этот год, когда мы все вместе собрались в Одессе. Все приехали. Ланжерон один из немногих пляжей, где сейчас разрешают гулять, и то не по песку. Видите скотч на окнах? Это от прилетов ракетных. Делаем таекардиограмму, потому что будет общий наркоз. Мы сейчас в больнице. Всем доброе утро. И через полчаса у Таи будет операция. Это окопные свечи для наших бойцов на передовую. Алиса везет своих маленьких деток, да? Вот здесь горячий бассейник есть. Народ купается в Немо. Идем сейчас на Дерибасовскую. Там нас крестная Света ждет. Алиса уже хочет спать. Ой-ой-ой-ой-ой. Взяли ее с собой на прогулку. Она разговаривает, но никто не понимает. Потому что она очень тихо, шепотом шепчет. Мы уже, пока ехали из Одессы сюда до Молдовы, остановились раз, наверное, 25. Мы все, короче, плачем. Всем привет! Сегодня мы возвращаемся в Украину. Точнее, муж везет гуманитарную помощь, но мы также едем с ним, потому что в Одессе Таю будут оперировать. За руль сейчас пересела я, отдыхаю от Алисы. Она меня замучила с утра, а за рулем меня отвлекать нельзя. Поэтому пока едем по Румынии, папа наш развлекается с дочей. Коты тоже с нами, бабушка. В общем, у нас машина полностью загружена. Да, в вагоне пахнет, ты думаешь? Да. У нас тут развлечения. Это все или еще есть? На таможне гуманитарку нужно декларировать, и на это уходит обычно часа 3 стабильно. Сейчас вам покажу окопные свечи, которые румыны делают для Украины. Ручная работа. Я такого еще не видела. На каждой баночке вот такое сердечко. И вот просто вот такая красота. Сейчас на таможне попросили нас открыть. И везем завтра это все в Николаев. 2 багажника моих, верхний и нижний, загружены свечами для наших ребят в ЗСУ. В такие моменты я жалею, что из-за вместимости машины невозможно взять больше. Только пересекли границу, это уже наша родная земля. 270 километров, и мы будем дома в Одессе. Покажу, чем мы с детьми занимались в Бухаресте за пару дней до выезда. Пока меня не было дома, дети сделали какую-то адскую слизь, запустили все это в ванну. Я испугалась, что слив будет забит. Захожу я в ванну, а тут что происходит? Что ты делаешь? Расскажи. Здесь розовая ванна, это типа должно было быть желе. Но это больше похоже, Тая, на какую-то Почему? Вот. розовую слизь. Желе Алиса сделала, она говорит. Главное, чтобы вы не забили ванную этим. Сейчас. Вот такие вот кусочки. Сошлись на том, что я это убирать не буду, будут убирать они за собой сами. Утро на нашем озере, послушайте, как птицы поют. Сегодня отличный весенний солнечный день, и мы решили с Алисой выйти на прогулку к озеру. Дамба возле нашего дома. Какое давление воды она сдерживает. Озеро Морий – это искусственное озеро. На его месте раньше было кладбище, поэтому Морий можно перевести как озеро смерти, хотя местные называют его Мельничным озером. Перед его строительством захоронение отсюда перенесли, но ходят слухи, что после того, как озеро заполнили водой, трупы иногда продолжали всплывать. И изначально здесь собирались обустроить зоны для купания, но до этого не дошло. Чайки там живут, там на озере живут.
Сейчас озеро Морей – это место гнездования многих птиц, а также прогулочная зона для мам с колясочками. Есть зоны отдыха со скамейками вдоль берега. Мы обошли вокруг всего озера, и наш путь занял сегодня 8,5 километров. Амфитеатр разрушенный, да? А я не хочу на лошадку. Это птицы, посмотрите, сколько их. Кто пришел кушать? Кролики? Покажи мне фото. Это видео. Бизнес можно делать на попугайчиках. Один попугайчик. Сколько стоит? А канарейка вообще баснословные деньги. Да, дочь? Кто это? Кто это плавает? Маленькая черепашка, как Пашка у нас, да, дома? Цена у Пашки тоже, конечно, космическая. Итак, мы уже в Одессе, в областной клинической больнице, и сейчас нужно будет Тае сдать очень много анализов перед операцией. В этой палате Тая будет лежать, кровати такие хорошие, все современное, ремонт отличный. И даже есть книжки на украинской мове на тумбочке. Нам осталось сейчас сделать кардиограмму сердца и сдать кровь на группу крови. Дорогу ты не напрягай. Ты чем больше ее напрягаешь, тем это тем больнее. Все. Ты что, не понимаешь? Вот коты. Ну, думаю, это крыса, что ли? Нет, не открывай, я боюсь. Сима. Они не уходят за мной. Сима. Жесть какая-то. Что было? Я боюсь, блин, ее. Ты видишь, она шипит. Подожди, так это испугалась Анаис или Это Сима? Сима. Испугалась? Убежала, не знаю. Анаис, Наоми вообще забила, смотри. Видите, у некоторых окна крест-накрест заклеены скотчем. Есть вероятность, что при попадании ракеты, при ракетном ударе, такое окно не вылетит. Но я в это мало верю. Обычно вылетает весь стеклопакет. Первый раз за этот год, когда мы все вместе собрались в Одессе. Все приехали. Мы пробудем в Одессе где-то неделю. Потом мы с Таей, с Алисой вернемся в Бухарест. Ася улетит в Германию, а Гена останется здесь работать. Ланжерон один из немногих пляжей, где сейчас разрешают гулять, и то не по песку. Вот была как-то я недавно, и на песке были люди, а сейчас гоняют. Алиса везет своих маленьких деток, да? Это отель Немо, он работает у нас круглогодично. Вот здесь горячий бассейник есть, народ купается в Немо. Привет! Последний раз, наверное, еще до войны, год назад мы здесь стояли, сфотографировались с моей подругой Леной, когда прилетели с Каппадокии. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Подожди, это азиатский ресторан? Танцевала только что! Как они катаются у тебя хорошо, да? Класс! Осторожно! Осторожно! Давай на карусельку и будем ехать, хорошо, дочь? Давай. Угу. Сади их на карусельку. Мы передумали, решили поехать покушать пиццу. В итальянский квартал. Наш любимый ресторан в Одессе.
Алисе сейчас принесут разукрашки. Будет развлекаться. Ты будешь рисовать, Алис? У Алисы лицо такое было вообще. Она рада. Она егорка, мама. Нет, она вкусная. Это кетчуп. Можно тоже, чтобы поесть? Сейчас я посмотрю. Тебе соус полить? Это можно взять домой? Это, мам, пить. Пиццу ты здесь покушаешь или ты хочешь домой забрать? Да, домой. Хорошо. Алис, не тягай все куски пиццы, пожалуйста, хорошо? Поняла. Мы сейчас в больнице. Всем доброе утро. И через полчаса у Таи будет операция. Удаляем мы аденоиды. Кроватки красивые здесь. А можно с крабиком остаться? Он тебе мешать будет. Я не знаю, это будет лежа или сидя, но, наверное... Или снимешь. Ты останься, а если что, там его уберут. У меня оторвался кусок. Последнее приготовление. Тае сейчас ставят катетер на руку, чтобы в случае чего было удобно вливать в нее лекарственные препараты. Таю забрали в операционную, и время потянулось. Вообще, эта операция делается в течение часа. Но мне кажется, что прошло уже намного больше. Я специально не смотрю на часы, потому что переживаю очень сильно. Слава богу, все в порядке, и отходит от наркоза она. А что вы строите? Домик. Класс? А ты что строишь, Алис? Тоже домик. А, молодцы. Играют. Скажи, пришла к нам подружка Каталина, которую мы не видели столько времени, долго. Год не видела Каталину, да? Да. Конструктор у вас? Да. Нет, это Лего. Лего, хорошо. Домик ты строишь, тоже? Да, домик строю такой. Это с Каталиной, а мы идем замки вообще. Хорошо. Идем сейчас на Дерибасовскую, там нас крестная Света ждет. Да, и буду кататься на самокате. Сейчас мы уже приезжаем раз в месяц в Одессу, хотя бы на 5-6 дней уже ближе. Хотя тоже получается Одесса-Бухарест 650 километров на машине, но не так далеко, как в Грузии или Албании, когда мы были. Поэтому сейчас в этом плане уже легче. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Алиса, ты видела, крестная идет? Only know Ты к ней едешь? Привет. Все остальные не были, да? Едь вниз туда. У кого-то свадьба сегодня. Смотрите, какая невеста красивая. Что ты нашла у тети, а? Поехали? В Одессе сейчас спокойно, тихо. Ну вот тревоги, правда, каждый день. Ну, сегодня вот вообще не было ни одной. Позавчера 7 подряд было, и уже аж уши болели просто. А я такая готовлю на кухне, вообще забыла. Ну, забывается о том, что война, когда ты дома занят вот этими бытовыми делами. И слышу, что как будто вот маяк гудит у нас. Так раньше, когда шторм, мы недалеко от моря живем. И реально думала, что это маяк. И Гена звонит, говорит: тревога, ты вообще слышишь? Я говорю: маяк. Ну, так. Ну, а так, в принципе, спокойно. Прилетов нет, и на том спасибо, как говорится. Тая у нас после операции, после удаления аденоидов, поэтому она не разговаривает еще. Но уже мы взяли ее с собой на прогулку. Она разговаривает, но никто не понимает. Потому что она очень тихо, шепотом шепчет, горло еще болит, капаем нос. Ну, в общем, дней 10 еще будет вот такое состояние. Я так блюз, а тудою, як ніколи ніхто не. Так сидю за тудою. Ой-ой-ой-ой-ой!
Осторожно. Я уже буду через пару дней с мамой ехать в Бухарест и оттуда лететь, потому что у меня с Молдовы Визэйр отменил все рейсы. Вот. Мне пришлось возвращать деньги и покупать новый билет. И в итоге мы пришли в грузинскую кухню. Как вы не крутите, да? Да. Сейчас будет. Подожди. Когда тебе принесут картошку фри? Сейчас ее готовят, Доца, готовят. Завтра солнце. Давай, кума. За встречу. Алиса уже хочет спать, все. Скажи, мама коляску не взяла, коляска в Бухаресте осталась, она уже засыпает. Сейчас домой уже. Перекусим и домой. Меня сейчас еще я их скажу маме. Что ты скажешь? Сыр тянется. Алиса. Ой-ой-ой. Ну, я думаю, ты же с кем-то поделишься, Алиса? А? Поделишься? Что я не слышу ответа. Ася, дашь? Поделись, умница. Ася, тебе дадут. Она горячая. Мы по Грузии соскучились. Ты будешь хинкали, Доца? Будешь или нет? Не будешь? Ты дай маме тарелку, тогда наша тарелка будет. Может, мне что-то стаканов как этого? Топаем домой, потому что кто-то хочет спать. Сегодня утром приехали мы в церковь на 9 фонтана вместе с Гениной мамой. Свечечки поставим и пойдем к морю прогуляемся. Море штормит, люблю его в любую погоду. У нас сегодня семейный выезд на море. Потому что завтра мы возвращаемся в Бухарест, а Гена остается в Одессе. Папа, мы ищем золото. Это вообще первый раз за этот год, когда мы вышли на пляж. Нас же не разрешали в Одессе вообще на песок выходить, потому что были мины. Вот. Ну а здесь таблички не стоят, здесь можно. А в городе на Ланжероне, на тех пляжах до сих пор гоняют, не пускают никого. Оставлю вам здесь шум морька. Ух ты, как далеко! На сердце тяжело, потому что реально за этот год было очень много расставаний с моими близкими людьми. Мы едем в Бухарест. У Аси завтра самолет, я ее везу в аэропорт. Анаис, Колеса. да дайте им в туалет сходить, Тая, не трогай, пусть она сама посмотрит, куда ей идти. Она буширует. А эти бедные коты, они после Грузии не хотят у нас по дороге ходить в туалет. Ты почему сюда вылезла? Тут все продукты помнет, сейчас подавят все пирожки. Дурдом. Собираемся и едем. Мы уже, пока ехали из Одессы сюда до Молдовы, остановились раз, наверное, 25. Писать, какать, кушать. Ну, у нас, как обычно, Алиса это вообще. Я понимаю, что нам нужно возвращаться к памперсу, потому что невозможно. Поехали. Что она там делает? Что ты делаешь, Алиса? Вижу, Наома дрожит. Она и скушает. Она Наоми называет Наома. Наома у тебя там, по-моему, присела уже хорошо тогда. Да. Так, Доця, все, мы едем, уже не останавливаемся. Хочу доехать без остановок, ладно? Всю зиму и теперь уже весну моя жизнь проходит вот так в дороге на трассе Бухарест-Одесса. Такой апрель. Надеюсь, что май будет другой, но об этом я вам расскажу чуть позже. В Бухаресте Ася побудет с нами сутки, и потом ей пора улетать. Я плачу. Мы Асю проводили здание в аэропорт в Бухаресте. Все, они уже улетают.
И она плачет, и я плачу. Мы все, короче, плачем. Потому что теперь неизвестно, когда увидимся. Тяжело морально. Учусь проживать каждый день с благодарностью и каждое утро начинать со слов «Господи, спасибо Тебе за этот день».